История Сибриза начинается вот с этого вот здания. Это был пансионат метростроя, который я в свое время приобрел как земельный участок, и здание было под снос. Но потом я пригласил из Москвы институт, и конструктора нам объяснили, как правильно нам его усилить, укрепить, потому что здание стояло, фундамент стоял в воде. Мы сделали бетонный пояс, усилили ригеля, и, соответственно, здание стало функциональным. И оно как бы требовало, естественно, ресторан, мы сделали шорхаус, и благодаря этому первому зданию вдохнули какую-то жизнь в Сибриз. И это было примерно лет 10 назад. Потом на берегу моря начали проводить концерты, которые в результате превратились в большой фестиваль «Жара». Детский клуб, детская площадка. К сожалению, в связи с пандемией пока все рестораны у нас на территории закрыты, но у нас их порядка 3 уже на территории действующих, около 5 баров, в том числе и на пляже. Самый свежий наш проект – это White Villas. 90 вилл, общая площадь проекта 4700 метров, виллы примерно по 50 квадратных метров каждая. Сейчас, в принципе, мы в какую-нибудь из них можем даже зайти и посмотреть. И смысл в том, что они находятся на берегу моря, люди их покупают и как бизнес, для того, чтобы сдавать в аренду, и для того, чтобы жить. То есть это такой концепция апарт-отеля. Построен за 9 месяцев. Вот такие свежие санузлы, очень легкий, простой дизайн. Обязательно электроплитка в каждом номере в рамках барной инфраструктуры, чтобы можно было там подогревать еду, то есть каждый раз ты не вынужден заказывать ее в ресторанах. Конечно, телеканал «Жара», мягкая постель. Многие номера соединяются, есть номера формата сингл, триплексы, ну и так далее. А самое главное, что у каждого номера есть свой приватный дворик, лежаки, то есть человек еще получает вот такую приватную зону. White Villas. Идем смотреть дальше. Сейчас запускаем новые 90 вилл, которые у нас будут готовы к следующему уже лету, чуть-чуть дальше по территории. Основная прелесть Сибриза, мы очень следим за озеленением. Уже посажено несколько десятков тысяч деревьев и растений, и, соответственно, мы продолжаем это делать. И задача превратить вот все в такой зеленый оазис, где много тени, где много зелени. Все это красиво будет постригаться. И главное, чтобы нам хватило воды, чтобы это все поливать. Первое большое здание на территории, которое мы построили, называется Lighthouse. Это квартирный комплекс, в нем около 150 квартир. Вот это первое здание мы только завершили. Второе, соответственно, Lighthouse 2 мы строим. Всего их планируется 4 в этом комплексе. В рамках проекта Lighthouse я планирую туда поместить еще один ресторан, Crocus Fitness, проект, которым может пользоваться вся территория Сибриза. И, соответственно, вот эти 4 комплекса, они будут приблизительно на 600 квартир с общей инфраструктурой бассейнов, переодевалок, баров, там какой-то уличной детской площадки. Ну, и вот потихонечку мы начали уже озеленяться. А сам Lighthouse мы достроили достаточно долго, потому что немножко модифицировался проект, это был экспериментальный проект. А дальше, я думаю, второй Lighthouse мы завершим к следующему лету, тоже цикл будет примерно год. Третий к лету 2022 года и четвертый к лету 2023. Вот такой у нас план. Огромный бассейн, который, во-первых, дополняет вид. Здесь будут лежаки, санбеды, зонтики, бар. Я думаю, что в течение нескольких недель мы уже сможем окончательно завершить и навести здесь порядок. А от стройки второго Лайтхауса мы отгородимся пока баннером и потихонечку создадим здесь какой-то уют для наших уже существующих резидентов, потому что больше половины резидентов Lighthouse 1 уже получили ключи своих квартир и потихонечку обставляются мебелью, потому что сдавали мы его под ключ с ремонтом. Соответственно, приносишь, ставишь мебель, и ты спокойно уже живешь. Территория существующего Сибриза, освоенной территории, примерно 50 гектар на сегодняшний день. У нас уже живут около 600 резидентов. Это и дома, и коттеджи, и виллы, и квартиры, ну и, соответственно, гостиничный комплекс. Вот, кстати, самый первый дом
Футбол будет? Да? Дай бог. До вечера тогда. Давай, до вечера. Вот первый дом, который мы построили на территории. Построен он был в 2007, может быть, 2006, может быть, 2007 году. Дом 525 квадратных метров, как я помню. Вот второй дом, который мы построили на территории. Он аналогичный, просто поставлен зеркально. И вот в таком стиле построено уже около, наверное, 40-50 домов. И примерно столько же мы сейчас строим. Мы тоже завершим к следующему лету. Дома, которые были построены давно, вот их зеленая инфраструктура уже расцвела настолько, что у людей прям такие сады. И вся эта зелень, конечно, создает прелесть Сибриза. Все в единой стилистике, красные крыши обязательно у всех домов. Отделочные материалы – это только бакинский камень, светлая бежевая off-white краска, либо красный кирпичный кабанчик. И таким образом мы пытаемся сохранить единую стилистику всех строений на территории, чтобы у человека, который сюда приезжает, было ощущение вот этой единой концепции. В этом и шарм любого как бы концептуального поселка. Потому что если каждый строит что-то как бы свое, у всех фантазия разная, то поселок не может обрести какую-то единую стилистику. Вот, например, вот этот дом, тоже он 420 квадратных метров, это тоже бакинский камень, много террас, много балконов. У въезда у нас пока небольшой спорткомплекс с внутренним и внешним бассейном, с спортивным залом, спортивными площадками для футбола, для тенниса. И соответственно, вот резиденты пользуются своим бассейном, со своими гостями, отдельной инфраструктурой, так, чтобы они не смешивались с теми, кто просто приехал в Сибриз. То есть всегда пытаемся создать какую-то приватность для тех людей, которые купили у нас недвижимость и живут на территории, поскольку они наши главные клиенты. Соответственно, они же и резиденты, и мы хотим сделать так, чтобы им было действительно комфортно. Наш самый свежий проект Park Residence. Это четырехэтажные строения, очень современного модного дизайна, все с подземными гаражами. Ну, я каждый день, когда я в Баку, я делаю объезд по стройкам, что-то мы модифицируем, меняем, что-то корректируем, пытаемся улучшить то, что было спроектировано на бумаге, и сделать так, чтобы построенное всегда было лучше, чем то, что мы изначально нарисовали. И вот проект Park Residence, вот эти 4 здания, общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Каждое здание примерно 6, 7, 8 тысяч метров, в зависимости от его конфигурации. У них будет общий бассейн, у них будет общий спорткомплекс. У них планируется детская площадка, естественно. И я могу сказать, что мы только начали строить. Завершим мы все это к лету, к следующему. Цикл примерно год, но около 35% квартир уже продано. Салам алейкум. Это мои коллеги-строители. Вот наш исторический главный въезд в Сибриз. Вот как он выглядит. Сейчас здесь открывается супермаркет Браво для удобства наших резидентов. Я думаю, что это будет очень важным добавлением к инфраструктуре. Вот уже здесь наводятся последние штрихи. Я думаю, что через примерно неделю супермаркет уже будет открытым. Если говорить о инфраструктуре, о инфраструктуре Сибриза в целом, то из всего, что я запланировал, сейчас мы приступили к строительству школы. Мы нашли очень сильного оператора, школа Ландау. Школу планируем завершить до конца этого года, если, дай бог, все у нас будет хорошо. И заработает школа для удобства, чтобы люди не были вынуждены переезжать в город из-за того, что их дети ходят в школу, они смогут ходить в школу уже на территории. Также мы ведем переговоры с медиклабом для того, чтобы организовать первую медицинскую помощь, чтобы всегда дежурили 2 скорые помощи. Соответственно, над этим мы тоже работаем. Ну и, естественно, как в маленьком любом городе, должен быть полицейский участок, должна быть пожарная служба. Над этим мы тоже работаем. Мы хотим, чтобы в ближайшее время мы смогли это тоже реализовать. Это что касается всей инфраструктурной составляющей Большого Сибриза. Первый экспериментальный проект Palazzo della Luna. Это квартирный комплекс на 32 квартиры, который мне лично очень нравится, выполнен в бакинском камне. У него есть подземная стоянка. Первое здание мы завершили. Это одно из 6 аналогичных зданий. Они оба уже распроданы. Первое называется Palazzo della Luna, второе здание называется Palazzo del Sol.
Третье здание, которое мы сейчас запустили и строим, называется Palazzo del Rosa. Помимо больших домов, начали строить мы два формата домов, 200 квадратных метров и 400 квадратных метров. Вся стройка у нас очень основательная, как видите, просто фундамент под небольшой бассейн, заложен огромный, и мы понимаем, что мы строим на века и хотим, салам алейкум, и хотим, чтобы это было действительно так, и люди, которые приобрели недвижимость, были уверены в том, что то, что построено качественно, никто ни на чем не сэкономил. Также есть большие дома со своими гаражами, своими участками, участки от примерно 25 соток. И теперь мы едем в новую часть Сибири. Здесь будет на эту часть поселка общий бассейн, большой общий ресторан только для резидентов, куда как бы приходят только резиденты и гости, потому что рестораны для общественного пользования у нас уже есть. Ну и вот, как говорится, это часть Сибриза. Вот мы только что приступили к стройке, забиваем сваи. Будет еще один ресторан на воде. Вот, соответственно, здесь стройка идет уже полным ходом. Главная фишка Сибриза – это наш потрясающий оборудованный пляж продолжительностью почти 2 километра, в котором мы продолжаем улучшать инфраструктуру, строить переодевалки для удобства людей, больше точек общепита, оборудовали его всяческими дорожками, чтобы люди могли спокойно здесь гулять даже вечером. Закупили гольф-кары, которые людей будут возить от стоянки и от входа по всему пляжу, чтобы было не тяжело по жаре ходить с детьми, со взрослыми людьми. И я думаю, что на сегодняшний день, мне кажется, я могу ошибаться, что это лучший пляж на территории Азербайджана. И каждый день мы им занимаемся, каждый день мы его чистим, ухаживаем за ним и улучшаем то предложение, которое мы предлагаем не только нашим резидентам, но и гостям Сибриза. Сейчас я покажу зону, где проходит фестиваль «Жара», куда мы обычно ставим сцену. Мы на ее месте построим уникальный, многофункциональный, но временный банкетно-концертный зал. Сейчас про него расскажу. Ну, все знают наш известный нашумевший проект «Роуз-бар». «Роуз-бар» есть в городе, «Роуз-бар» есть здесь на пляже в Сибризе. Это отдельный бассейн с очень классной музыкой, с отдельным своим «Роуз-бар» пляжем, с лучшими коктейлями и с очень интересной атмосферой. Вот здесь непосредственно каждый год монтируется огромная сцена фестиваля «Жара», на которой в прошлом году выступило 250 артистов, в этом году должно было выступать 300. Я думаю, что в следующем выступит как минимум 300. И мы добавили International день, где будут артисты со всего мира. Мы усилили программу и сделали ее еще более интересной. У нас открылся Black Star Burger. И главной вишенкой на торте в следующем году будет наш Grand Отель. Это первый большой гостинично-развлекательный комплекс площадью примерно 45 тысяч квадратных метров, который мы откроем частично, наверное, уже в следующем летом.